Вот так работает система ручной регулировки. Zombie apocalypse. Всем привет, меня зовут Дмитрий, я из города Саратов. Этот ролик я сделал специально для Наиля Мухамедовича Порошина. Он об автоматическом электронном подсосе на базе Arduino. В этом ролике я покажу, как я изготовил это устройство, что оно из себя представляет, принцип работы. Также в нем предусмотрен вывод температуры двигателя, вывод угла открытия воздушной заслонки, вывод на экран оборотов. В нем предусмотрена ручная регулировка автоподсоса на случай, если карбюратор засорится, и надо будет, собственно, присутствие человеческой руки. Ну а дальше смотрим. Рассмотрим схему устройства. Она не отличается от схемы из предыдущего ролика про автоподсос. Сама Arduino, DC-DC преобразователь, сервопривод, датчик температуры. Но здесь очень сильное отличие в плане подключения дисплея. Вот он, в плане подключения делителя резисторного для измерения напряжения, потенциометра переменного резистора на 10 кОм для ручной регулировки. Также произошли изменения при подключении к датчику холла, увеличен фильтрующий конденсатор до 4,7 нанофарад, установлен дополнительный резистор на 10 кОм входной. Также увеличен фильтр питающего напряжения платы Arduino. Он очень важен для схемы, потому что при запуске он не дает уходить в ребут плате. Вот это вот конденсатор, обращаю ваше внимание, от него тоже очень многое зависит, особенно правильность считывания оборотов. При его слишком маленьком номинале обороты будут завышены. При слишком большом он будет их резать. В принципе, схема довольно-таки сложная, в отличие от первых двух. Но я думаю, добавить дисплей, кстати, ссылка на него будет в описании, добавить дисплей будет не особой проблемой, потому что по сравнению с другими дисплеями тут всего буквально 7 выводов, которые необходимо к плате подключить. Не особо-то они и занимают место, как видно, еще много дополнительных пинов остается, которые можно использовать, в отличие от остальных там крупных сенсорных дисплеев, которые занимают очень много пинов на плате, и использование платы Arduino Nano бывает невозможным. Там приходится покупать Arduino Mega или Arduino Uno, что-то из этого. Ну, в принципе, все. Пробежимся по-быстрому по нашему скетчу. Добавлены новые библиотеки SPI, Adafruit, TFT. Я их в описании приложу. Не забываем про адрес вашего датчика. Если вы введете вот эти вот данные, то у вас термометр не будет выводить температуру. Добавлен блок для введения цвета дисплея. Добавлена функция для русских символов. В сетупе добавлена функция введения аппортного напряжения вольтметра, собственно, запуск дисплея. Далее у нас идет разметка самого дисплея, все надписи, которые не изменяемы.
Вот эта часть это линии разграничения дисплея. Можете на основе их сделать свою разбивку рабочей области. Главное, это получается начало линии X, Y и конец линии X, Y. То есть у нас вот эта вот линия, это получается вертикальная. X не изменяется. Если не изменяется Y, то, соответственно, линия горизонтальная. Так, далее, что у нас, какие изменения? Введена более точная функция считывания температуры. Те примеры, которые я использовал ранее, они не особо были верны, потому что прежде чем подать команду на считывание температуры датчику Далласа, надо выдержать где-то 750 миллисекунд. Это время зависит от битности нашей температуры. То есть при 12 битах надо выдержать 750 миллисекунд. Я ввел чуть побольше, там секунду. Для этого введена команда flag. Вот. Выдержав секунду, мы производим считывание температуры. Введена функция проверки контрольной суммы CRC. Ну и вывод вот на дисплей, вот эти строки. Далее идет функция считывания оборотов. Обороты мы считываем каждые полсекунды. Сейчас прям исправлю. Так, обороты выводим третьим шрифтом. Вот эта вот ерунда нужна для того, чтобы при перепечатывании у нас цифры друг на друга не накладывались. У всех, у кого я подсматривал, как дисплей настроить, у них была функция введения мерцания. То есть каждый раз, когда цифра изменялась, ну там, допустим, оборот, экран целиком очищался. Я же взял пример с других дисплеев, чтобы мерцание не мозолило глаза. Это получается буквы, экран не очищается каждый раз, буквы печатаются друг на друга. Вот этот цвет шрифта, вот этот цвет фона. Так, вот это начинается переменная нашего потенциометра ручной регулировки. Если потенциометр у нас в крайнем положении, его значение менее 100, то происходит выполнение вот следующих автоматических операций, которые выполняет Arduino. Эти операции выполняют прогрев до 35 градусов. Если мы ручку потенциометра увеличиваем более 100, соответственно, у нас происходит ручная регулировка. Ручная регулировка вот этой функции. Далее идет считывание напряжения и расчет, перевод угла поворота серво в угол открытия воздушной заслонки в процентах. Ну и дальше, как мы уже видели, те же самые функции вывода на дисплей. Ну, в принципе, все. Со скетчем все. Самая важная часть — это, еще раз обращаю ваше внимание, не забудьте считать и ввести адрес своего датчика. Адрес датчика, как выяснить, это первый мой ролик об автоподсосе. Самая простая версия. Там можете посмотреть, как узнать.
Вот так работает система ручной регулировки. Все, автомат. Если вам понравилось это видео, ставьте класс, добавляйтесь в друзья. Ну и пробуйте сами что-то подобное изготовить. Все для вас я подробно выложил в YouTube.